Привет, дорогой зритель! Добро пожаловать на канал Китай в помощь. Обзоров на павербанки емкостью 10 или 20 тысяч мАч на нашем канале уже было немало. Ну а сегодня мы изучим кое-что посерьезней. Вот в этой посылке ко мне приехал мощный павербанк аж на 30 тысяч мАч. Так, сегодня мы изучим относительно новую модель павербанка с длиннющим названием BS30KP365 от Baseus. Это не первый 30-тысячник от данного производителя, но при этом первый, способный выдать мощность до 65 Вт и напряжение до 20 вольт. Лично я пройти мимо такого набора возможностей просто не смог. Как обычно, могу похвалить Baseus за упаковку. Выглядит здорово, устройство и подарить, и на витрину положить будет не стыдно. Внутри коробки находим сам павербанк, макулатуру, включая английскую инструкцию, и 100-ваттный USB-C на USB-C кабель длиной 1 метр. Что касается цены, то обошелся мне этот павербанк в немалые $55. Впрочем, и возможности гаджета тоже не маленькие. Теперь рассмотрим сам павербанк. Так, перед нами крупный и увесистый пластиковый брусок с фирменным круглым глазом голубого цвета. Скажу честно, у меня вопросы вызывает и дизайн, и качество пластика. И если дизайн штука субъективная, то вот пластик тут глянцевый, по бокам гладкий, а сверху и снизу имеет точечную текстуру, ввиду чего отпечатки, пыль и царапины такой корпус собирает с огромной скоростью. Что касается размеров, длина павербанка 145 мм, ширина 65 мм, а толщина 38 мм. В общем, гаджет не маленький. Не маленький тут и вес, давайте его взвесим. И весит павербанк 543 грамма. В общем, устройство внушительное, незаметным в рюкзаке или сумке его не назовешь. Впрочем, думаю, те, кому нужна такая высокая емкость, готовы мириться с весом и размером. Традиционно для большинства павербанков все органы подключения расположились на переднем торце, и этих органов тут немало. Так, в центре панели находятся три гнезда USB-C, Lightning и microUSB. Через них можно зарядить павербанк любым современным кабелем. За это сразу плюс, это очень удобно, так как в любом месте найдется подходящий кабель. Также отмечу, что гнездо USB-C работает и на отдачу, а еще получить запасенную энергию можно через 4 гнезда USB-A. Тут производитель тоже не поскупился. По сути, одновременно этим павербанком можно заряжать сразу 5 гаджетов. Стоит отметить, что из 4 USB-A разъемов только один, помеченный оранжевым, поддерживает быструю зарядку. Также очевидно, что и от USB Type-C порта можно получить быструю зарядку. И на самом деле, как я понял, общаясь со зрителями, наличие портов без быстрой зарядки – это плюс. Многие хотят иметь возможность выбора заряжать свой гаджет быстро или использовать стандартные 5 вольт. Склонен согласиться, выбор – это всегда хорошо. Теперь взглянем на голубое око павербанка. Как несложно догадаться, кроме декоративной функции, оно, благодаря интегрированному дисплею из 7-сегментных LED-индикаторов, выполняет функцию информирования о количестве запасенной энергии. Активируется экран нажатием на боковую кнопку. Что радует, заряд можно отслеживать с точностью до 1%. Также, что очень здорово, экран позволяет отслеживать напряжение и ток зарядки. Переключение между режимами отображения производится той же кнопкой на боковой стороне внешнего аккумулятора. В общем, функционал устройства уже сейчас впечатляет, его мы, естественно, проверим в будущем. Но забегая вперед, скажу, что у павербанка есть еще приятные козыри в рукаве. Однако перед этим давайте изучим заявленные характеристики. К чести Baseus, эти самые характеристики есть и в инструкции, и на упаковке, и на самом устройстве. Так нам обещают емкость в 30 тысяч мАч, что с учетом напряжения в 3,8 вольта дает нам 114 Вт-часов. При этом производитель заявляет минимальный КПД преобразователя в 75%. Значение скромное, но рассчитывалось оно, скорее всего, исходя из быстрой зарядки. При ней КПД всегда ниже. Далее нам сообщают, что, используя только гнездо USB-C, мы можем получить до 60 Вт мощности в режиме 20 вольт 3 ампера, и это очень достойно. А вот дальше что-то странное. Гнездо USB-C совместно с тремя обычными USB-A гнездами могут выдать также до 60 Вт суммарно, а совместно с четвертым быстрым гнездом USB-A 63 Вт. И это самое
самый максимум, то есть откуда взялись 65 Вт, заявленные и в названии, и на самом павербанке, мне непонятно. Впрочем, думаю, наши тесты позволят ответить и на этот вопрос. Однако, перед тем, как расчехлить тестеры, нагрузки и осциллограф, напомню про важность вашей активности под видео. Каждый ваш лайк, позитивный или критичный коммент, репост или нажатый колокольчик – большая помощь в развитии нашего канала. Вам может казаться, что ваш коммент или репост ничего не значит, но это не так. Эти простые действия помогают алгоритмам YouTube понять, что наши ролики стоит рекомендовать другим зрителям. И, конечно, огромное спасибо вот этим людям, которые решили поддержать нас, оформив спонсорство. Мы очень ценим вашу поддержку. Если хотите присоединиться к компании этих людей, ссылка на оформление спонсорства рядом с кнопкой подписаться под этим видео. А теперь переходим к тестам. Начинаем по стандарту с проверки мощности. Для этого я, как обычно, буду использовать USB-тестеры и нагрузочные модули от компании RD. Причем, так как зарядники становятся все мощнее и мощнее, я решил докупить еще немного оборудования. Этого должно хватить, и это, кстати, ответ на вопрос, на что идут деньги со спонсорства или Google рекламы. Первым делом проверим гнездо USB Type-C и для начала подключим к нему Power Delivery Trigger. Отличный индикатор загорелся, Power Delivery поддерживается. Сейчас на выходе павербанка 5 вольт, но также мы можем получить 9 вольт, 12 вольт, 15 вольт и, наконец, 20 вольт. Теперь подключим тестер и нагрузочный модуль. В роли нагрузки выступит спаренный модуль из двух нагрузок HD35 с суммарной мощностью 70 Вт. Для начала активируем первую нагрузку. Сейчас мы получаем 20 вольт и 1 ампер. Мощность 20 Вт. Активируем вторую нагрузку. Сейчас суммарная отдаваемая мощность уже 40 Вт. Попробуем еще больше повысить нагрузку. Сейчас снимаем уже 50 Вт мощности. А вот и обещанные производителем 60 Вт на гнезде USB Type-C. Но мне кажется, и это не предел. Давайте попробуем поднять нагрузку еще больше. Смотрите, как гнездо USB Type-C без проблем отдало 65 Вт мощности. Ровно столько написали на корпусе этого павербанка. По итогу, после недолгих манипуляций я смог получить максимум 68 Вт мощности. Правда, долго такую мощность выдавать павербанк не может и постепенно снижает напряжение. Теперь, используя порт USB-C, давайте задействуем также оранжевое гнездо USB-A. И тут есть небольшая особенность. Если подключиться к этому гнезду, когда задействовано гнездо USB-C, то оно выдаст не более 12 вольт. Но если сначала задействовать оранжевое гнездо и выставить на нем 20 вольт, а уже потом задействовать и гнездо USB-C, то оба гнезда выдадут по 20 вольт. То есть по факту этот павербанк не только имеет два преобразователя, так эти преобразователи могут одновременно выдавать быструю зарядку напряжением до 20 вольт. И это очень круто, и такое я встречаю впервые. Теперь посмотрим, сколько выдадут эти два преобразователя. Итак, дорогие зрители, только гляньте, я некоторое время поистязал этот павербанк, и вот что у меня получилось. Сейчас от обычного USB-A гнезда в режиме 20 вольт и 1 с небольшим ампера я получаю 25 Вт, а со второго с USB-C гнезда я снимаю еще дополнительные 50 Вт мощности. Соответственно, суммарно сейчас мы получаем 75 Вт мощности. Это просто поразительный результат. Мне даже не верится, что на такое способен павербанк. Но вы сами все видите, здесь нет никакого обмана.
Сейчас у меня до красна раскалены сразу 3 нагрузочных модуля, и павербанк даже не думает сдаваться. Это очень здорово. Ну и естественно, стоит попробовать задействовать и обычные гнезда USB-A. Какое именно использовать, разницы нет, все они запараллелены. Более того, все эти гнезда завязаны на один и тот же преобразователь, с которым работает оранжевое гнездо, ввиду чего после активации обычного гнезда этот преобразователь перезагружается, и теперь все 4 гнезда USB-A будут работать только в режиме обычной зарядки напряжением 5 вольт, а вот гнездо USB-C остается полностью независимым и продолжает выдавать быструю зарядку. Ну и если интересно, то используя несколько гнезд USB-A, суммарно не удастся получить от них более 3,5 ампер, и это при заявленных 3 амперах. Столько же выдаст и любое гнездо USB-A, работая в одиночку, конечно же, кроме оранжевого. В общем, думаю, с мощностью все понятно. Я смог получить аж 75 Вт, так что ее в этом внешнем аккумуляторе просто с избытком. От него без проблем можно заряжать любые мощные гаджеты, включая ноутбуки с Power Delivery и потреблением в 60-65 Вт. Кстати, сейчас я прорабатываю тему, как заряжать от подобных павербанков и USB-зарядников обычные ноутбуки без Power Delivery, а также другие устройства с питанием не от USB. Так что, если хотите видео на эту тему как можно скорее, обязательно напишите об этом в комментариях. Теперь давайте закончим с быстрыми зарядками, и на данный момент я уже могу подтвердить поддержку Power Delivery, Qualcomm Quick Charge 2.0 и 3.0 и суммарно Quick Charge 4.0. Это, я напомню, смесь Power Delivery и Quick Charge 3.0. Теперь давайте посмотрим, можно ли от этого павербанка быстро заряжать Samsung и Huawei. Активируем специальный триггер и для начала проверим Samsung AFC. Здорово, напряжение выросло до 9 вольт, значит Samsung AFC поддерживается, далее Huawei FCP. Напряжение также выросло, а значит и смартфоны Huawei также смогут заряжаться от этого павербанка быстрой зарядкой. Далее поговорим о таких немаловажных моментах, как зарядка малым током и проточная зарядка. Что касается слаботочной зарядки, тут производитель пошел проверенным путем и вывел ее в отдельный режим. Для активации этого режима нужно подключить к павербанку устройство и затем длительно нажать на его кнопку. На экране появится буква L, которая свидетельствует о том, что режим зарядки слаботочных гаджетов активирован. И теперь павербанк будет работать в течение 2 часов, независимо от потребляемого тока. Так что абсолютно любые Bluetooth наушники, умные часы, фитнес-браслеты и прочие слаботочные гаджеты вы совершенно точно сможете заряжать от этого здоровяка. Выключается режим точно так же удержанием боковой кнопки. Присутствует у павербанка и режим проточной зарядки, при которой, заряжаясь, он может заряжать дополнительные устройства. В таком режиме он не отдаст более 5 вольт и 2 ампер, причем работает проточная зарядка только на гнездах USB-A, а если задействовать гнездо USB-C, то зарядка самого павербанка будет остановлена, и он сможет работать только на отдачу. Также, если вы думали, что я забыл про встроенный вольтамперметр, то это, конечно, не так. Сейчас к павербанку подключены 2 устройства. На одно подается 20 вольт и 100 мА, а на второй 12 вольт 300 мА. И нажимая на кнопку, мы можем сначала отследить напряжение и ток на одном преобразователе, а затем на втором. Такое я также встречаю впервые. Что касается точности вольтметра, то с учетом потерь на проводах она меня вполне устраивает, погрешность минимальная. Также нет никаких претензий и к амперметру, в общем, верить показаниям павербанка можно. Далее по плану один из важнейших для любого зарядного устройства тест – измерение пульсации напряжения. Сами понимаете, там где есть импульсный преобразователь, а он есть в этом павербанке, будут и пульсации напряжения. Проверим, укладываются ли они в рамки нормы, а для этого воспользуемся портативным осциллографом DSO-150. Напоминаю, ссылки на весь инструмент, который мы используем, есть в описании под видео. Проверку начинаем с гнезда USB Type-C, режим 5 вольт 3 ампера. Пульсации в таком режиме 30 милливольт. Тоже гнездо в режиме 9 вольт 3 ампера. Пульсации 52 милливольта. Далее режим 12 вольт 3 ампера. Пульсации 61 милливольт. И теперь режим 20 вольт 3 ампера, мощность 60 ватт. В этом режиме пульсации всего лишь 168 милливольт.
Теперь проинспектируем второй преобразователь. Для этого я подключился к оранжевому гнезду USB-A, режим 5 вольт 3 ампера. И в таком режиме пульсации 40 милливольт. Следующий режим 9 вольт 3 ампера. Пульсации 49 милливольт. Далее 12 вольт 2,5 ампера. Пульсации всего 43 милливольта. И наконец последний режим 20 вольт 1,5 ампера. Пульсации 133 милливольта. По итогу в плане пульсаций могу сказать, что они у этого павербанка очень низкие, использовать его абсолютно безопасно. Следующий на очереди самый длительный тест – проверка емкости павербанка. К счастью, вы все увидите в ускоренном виде. Напомню, производитель заявляет емкость в 30 тысяч мАч при 3,8 вольта или 114 Вт-часов. Все расчеты будем производить именно в Вт-часах, так как эта единица измерения позволяет избежать путаницы с номинальным и выходным напряжениями. Если возникнут вопросы к расчетам, ссылку на видео, в котором я все подробно объясняю, сейчас вы видите вверху экрана. В общем, на тестере следим за вторым счетчиком, именно он подсчитывает ватт-часы. Разряжался павербанк током в 2 ампера. Таким током я буду разряжать все павербанки на 30 тысяч мАч, если вам, конечно, эта тема будет интересна. Ну а проголосовать за дальнейшие обзоры ультраемких павербанков можно просто поставив лайк под этим видео. В итоге на 10-м часу теста произошла интересная штука. Чтобы вы ничего не пропустили, я немного притормозил видео. Так вот, когда счетчик ватт-часов достиг максимального значения и по идее отсчет должен был начаться с нуля, счетчик отбросило до 97 ватт-часов и подсчет продолжился. При этом и таймер, и счетчик ампер-часов работали штатно. По итогу павербанк выдал еще около 3 ватт-часов, после чего отключился. В такие моменты я очень радуюсь, что снимаю весь процесс разрядки. В общей сложности внешний аккумулятор выдал 102,7 Вт-часа. Давайте сравним этот результат с заявкой в 114 Вт-часов. И простейший расчет показывает, что разница между этими значениями чуть более 9%, то есть всего 9% потерялось на преобразователе, а его КПД в режиме 5 вольт 2 ампера составил соответственно 91%. Результат просто отличный, и он вполне позволяет мне подтвердить заявленную емкость павербанка в 114 Вт-часов или 30 тысяч мАч. Но опять же стоит понимать, что при быстрой зарядке КПД внешнего аккумулятора будет ниже. Думаю, сейчас многие скажут: ну хорошо, емкость честная и ее тут немало, но как быстро можно пополнить эту емкость? И естественно этот момент я также проверил. Причем павербанк поразил меня скоростью зарядки, но стоит учитывать, что для быстрой его зарядки нужен качественный и мощный зарядник. Так я заряжал павербанк двумя зарядными устройствами с поддержкой технологии быстрой зарядки Power Delivery и с помощью Quick Charge 3.0 зарядника. Быстрее всего внешний аккумулятор естественно зарядился от блока питания с поддержкой Power Delivery. От него в режиме 20 вольт и 2,9 ампера он зарядился за удивительные 3 часа 40 минут. Результат меня просто поразил, так как за примерно такое же время часто заряжаются павербанки на 10 тысяч мАч. При этом отмечу, что всего за час этот павербанк заряжается наполовину, а за 2 часа на 85%. Финальная стадия зарядки в таком режиме идет напряжением 5 вольт. Ну а что касается Quick Charge зарядника, то от него павербанк потребляет 12 вольт и 1,7 ампера, полностью заряжаясь за 7 с небольшим часов. Скажу честно, заряжать этот павербанк обычным зарядником на 5 вольт я даже не пытался. От него он потребляет всего 3 ампера, ввиду чего заряд бы растянулся часов на 13-15, а этот здоровяк и так отнял у меня кучу времени. В общем, суть такая: при наличии качественного Power Delivery зарядника устройство заряжается очень быстро.
На этом мы наконец-то заканчиваем с тестами. И да, наверняка кого-то огорчит то, что я не распотрошил этот внешний аккумулятор. Но, во-первых, разобрать его не повредив не выйдет, а гаджет годный и портить его мне не хочется. А во-вторых, все, что вы там увидите, это несколько литий-полимерных аккумуляторов и плату с качественными компонентами. Результаты тестов, которые мы сегодня получили, уже громче некуда говорят о качестве начинки этого устройства. И да, все результаты я, естественно, свел в единую таблицу, которую вы сейчас видите на своих экранах. Подводя итоги, буду краток. Покупая данный павербанк, вы получаете огромную емкость в 30 ампер-часов, сумасшедшую мощность до 75 Вт, два независимых преобразователя с возможностью одновременной быстрой зарядки двух гаджетов, полный набор портов, экран с отображением зарядки в процентах, встроенный вольтамперметр, высокую эффективность и очень низкие пульсации. Из минусов выделим марки корпус, крупные размеры, приличный вес и цену. Если минусы тут относительные и оправданные, то вот плюсы совершенно объективные. Могу ли я рекомендовать этот павербанк? Однозначно да. Если вам нужны огромная емкость, мощность и напряжение в 20 вольт, это лучший вариант из всех, что попадали ко мне на стол. А на этом у меня все. Дальнейшее обсуждение предлагаю перенести в комментарии. Если обзор вам понравился, поддержите его лайком и репостом. Подписывайтесь, бейте в колокол. До встречи в будущих обзорах и, конечно же, смотрите канал Китай в помощь и берите от жизни лучшее.